рассказать о сексуальных практиках в йоге. Я очень благодарен организаторам за приглашение и очень рад, что такая площадка существует, с которой можно вещать на эту тему, пространство, в котором можно говорить о сексуальности открыто. И вообще, мне кажется, я согласен с Сергеем, выходим на какой-то новый уровень, как культура, как этнос, в том смысле, что мы можем говорить о сексуальности открыто. И я, собственно, буду говорить о сексуальных практиках в йоге и тантре, и йогические практики, связанные вот с сферой сексуальности, они тоже всегда были где-то маргинальны, где-то эзотеричны, таинственны, скрыты от глаз. И сегодня, говоря об этих практиках тоже открыто, йога тоже делает какой-то новый шаг в признании того опыта, эмпирического опыта, интеллектуального, творческого опыта. Вот этот весь опыт, по сути, есть возможность поделиться им с вот такой вот широкой аудиторией, и, возможно, какие-то из этих практик, какие-то из этих знаний будут применены в каких-то других дисциплинах научных, и они, в принципе, уже применяются, да, там, в психологии, философии, медицине. Вот. Ну и, возможно, будут заимствованы какими-то другими субкультурами, представители которых здесь представлены. Ну, поехали. Особенно это актуально, вот такой вот выход наружу для йогов, актуален в силу того, что йога набирает очень большие обороты. То есть это статистика Yoga Journal за 2016 год. Вот здесь 36,7 миллионов человек занимается йогой в Соединенных Штатах. Вот по статистике 2016 года. 36,7 миллионов. То есть это, ну, мне кажется, только вдумайтесь в эту цифру. Да? Это больше, чем население ряда стран Европы. Да? Статистики по Украине, к сожалению, нет, но вот за последние годы, допустим, появились такие международные события, в частности, Международная организация Объединенных Наций создала такой как бы день, Международный день йоги, который уже начал праздноваться с этого года. И в Украине, когда праздновался вот в июне этот праздник, на площадях собралось уже 1000 людей в областных центрах, в провинциальных городах меньше, конечно, но тем не менее это сотни. Это большое количество людей. Конечно, кроме сексуальных практик в йоге, я не хочу, чтобы у вас осталось какое-то, знаете, предвзятое отношение к йоге, что йога – это только сексуальные практики. Нет, конечно. То есть йога это наука о человеке. То есть это некоторое, вот есть бытует такое мнение, что йоги – это какое-то пространство, где люди занимаются йогой. Да? Нет, люди не занимаются йогой. Люди в йоге занимаются изучением человека, изучением его сознания. Да? А в сознание человека включены такие сферы жизни, как сексуальность, как социальная реализация, творчество, чувственная сфера, здравость мышления, логика там, и так далее. И в этом смысле сексуальные практики – это только частный случай, да, очень значимый, очень важный для каждого человека, да, но тем не менее частный. И что важно сказать еще, что йога – это не какая-то статичная традиция, да, это не какая-то статичная наука, то есть, условно говоря, мы берем учебник по йоге, да, и у нас как бы в нем это вот такая как бы рукопись, в которой все написано про йогу, про человека, про его бессознательное и сознательное, да. Нет, это не так. Йога на протяжении всего своего существования, а это достаточно долгий период, это более 3000 лет, да, по самым таким минимальным предположениям. И за все это время йога постоянно трансформировалась, она постоянно менялась. И вот последние годы появились уже научные конференции на базе Венского университета, на базе университета Лондона. Последняя конференция научная была в Кракове. И все названия, как правило, научных конференций содержат в себе названия таких слов, содержат в себе такие слова в названии, как трансформация, трансмиссия, как бы да, трансмиссия, трансформация. Вот последняя, допустим, конференция, Венская конференция, Yoga and Transformation. Собственно, это вот только подчеркивает вот этот аспект как бы духовности, йогической практики, которая постоянно меняется. Да, есть такое замечательное высказывание, которое приписывают Зигмунду Фрейду о том, что все знают, что такое сознание, кроме психологов и философов, да, ну, потому что они, собственно, занимаются этой темой, понимают как бы сложность ее. Ну, я немножечко ее обновил и добавил как бы сюда
следующее, да, что все знают, что такое сознание, кроме философов, психологов и йогов, да, потому что йоги, как бы занимаясь этой темой, тоже понимают, насколько она сложная. Ну, теперь, собственно, давайте переходить к практикам, да. И для начала я привожу такое, знаете, вот самое автохтонное, как бы самое древнее доказательство существования йоги – это печать Проташивы, которая по самым таким тоже оптимистичным прогнозам около 3000 лет. И на этом изображении, то есть это самое древнее вот такое как бы физическое упоминание йоги, потому что здесь мы видим человека, сидящего в йоговской позе, да? Так называемая печать Проташивы. Но что интересно нам в рамках данной темы, которую мы с вами обсуждаем? У данного йога эрогирован фалос, да? То есть восприятие йогина, аскета, как человека, который плодороден, да, активен, как бы сопряжен с сексуальностью, она начинается вот с самых истоков истории йоги. Кроме этого, и я буду к этому еще возвращаться, вот это изображение рогов, да, такое вот как бы изображение, по сути, рога буйвола, рога быка, тоже такой вот символ мужества, символ такой плодовитости, да, плодовитости как бы такого большого животного, как бык. Плюс здесь мы видим, что вокруг Проташивы расположены животные, и, собственно, это одна из таких базовых как бы вещей в йоге, что животные управляются, а это изображение символизирует Шиву в ипостаси покорителя животных. Управляются животные, как правило, тем языком, который им понятен. Да? Это язык сексуальности, сексуальной энергии. И в данном случае как бы это тоже подчеркнуто. Следующий такой переход – это Ригведа, то есть самый древний литературный источник, который есть у нас, как у человечества, да, и уже в нем тоже содержатся техники, это в частности Мандала 1, стих 179, где уже тоже описан процесс сексуальных таких вот игр между Лопамудрой и Агастьей. Лопамудра – это девушка, которая соблазняет аскета, йогина, Агастью. И, собственно, он совершает аскезу, то есть он как бы непоколебим, он как бы отрекается от вовлеченности в сексуальную как бы взаимодействие с девушкой, а она его всячески соблазняет, говоря о том, что плодовитые мужчины должны идти к своим женщинам, жены должны соединяться с плодовитыми мужчинами, и Агастья, собственно, не выдерживает, и вот здесь есть замечательные такие строки, что «на меня нашло желание быка, что ревет и придержан». То есть эти желания, которые бушуют в Агастье, они прорываются, и, собственно, после этого происходит слияние мужского и женского, Агастьи и Лопамудры, и, вот, по сути, как бы это тоже ну, такой еще один кирпичик, еще один камушек в сторону вот этого, в сторону сексуальных, истории сексуальных практик в йоге. Двигаемся дальше. Еще один гимн из Ригведы, «Косматые аскеты», Кешин, который так называется. Значит, здесь что интересно? Ну, во-первых, этот гимн сам по себе очень хорошо иллюстрирует этот архетип духовного поиска, как бы архетип некоторой свободы. Да? Здесь косматый, так называется вот аскет, потому что, как вы, наверное, знаете, такие дреды, да, которые не стригутся у аскета, они были таким как признаком аскетизма в свое время. Вот. И здесь такие красивые метафоры в Ригведе. Аскеты, подпоясанные ветром, то есть вот абсолютно свободные. Да? Они следуют порывы ветра, боги вошли в них. То есть, ну, вот очень много ярких метафор по поводу того, кто такой вот этот как бы человек, который занимается духовным поиском. И в конце
я здесь это выделил, да, странствуя тропой Апсарас, Ганхарвов, диких зверей, аскет понимает их волю, он их милый, самый привлекательный друг. То есть здесь очень интересно, потому что Апсары – это, собственно, божественные танцовщицы, да, собственно, вот здесь я привел, как бы вот дошедшее до нас изображение Апсар, вот такая как бы пышнобедрая, да, как бы с великолепной грудью, ну даже сейчас как бы по нашим как бы меркам, да, это как бы достаточно сексуальный образ. И, по сути, это некоторые божественные танцовщицы, которые развлекают богов. И Ганхарва – это, по сути, такой вот идеал мужской сексуальности, сексапильности, которые тоже своей музыкой развлекают богов. И в этом стихе говорится о том, что аскет понимает их волю, он их милый, самый привлекательный друг. То есть он как бы говорит на их языке, он, ну, вот в каких случаях как бы, можно сказать о том, что человек понимает ваш язык, да, вашу волю. В том случае, если он понимает, что у вас внутри происходит. Да. В частности, ну, я могу привести такой простой пример, да, допустим, связанный с профессией. Да. То есть если, допустим, вы, ну, допустим, работали когда-то официантом, да, разговаривая с официантом, да, уже там, занимаясь, может быть, чем-то другим, вы понимаете, в принципе, как бы некоторую логику, по которой, как человек мыслит. Да. Здесь примерно, ну, как, здесь немножечко говорится о более высоких вещах, но, тем не менее, как бы, когда мы видим фразу, что аскет понимает волю Апсары Ганхарвов, мы говорим и видим, что он как бы проникся, он проимпотировал, он получил тот опыт, который есть у божественных танцовщиц и у божественных музыкантов. Следующий момент, вот это очень важная ключевая такая вещь, Брихадараньяка Упанишад, одна из самых древних Упанишад, это тексты, которые идут после Ригведы. И здесь впервые упоминаются такие стихи, которые говорят нам, по сути, которые являются основой тантры будущей. Для начала еще вводное, что такое Упанишада, для вот тех, кто не знаком с индийской литературой. По сути, Упанишады – это тексты, которые получены от учителя ученику, то есть это возле ног учителя. И когда мы читаем Брихадараньяку Упанишаду, это, по сути, мы читаем слова учителя к ученику. И что мы видим? Ее лона – жертвенный алтарь, волоски – трава для жертвоприношения. Кожа давила, да, чем выдавливают. Самы – это божественный напиток. Лабия пуденда – огонь в середине, то есть это внешние половые органы женщины. То есть вот даже из этих фраз какой вывод можно сделать? По сути, ну, самое священное, что может быть для брахмана в индийской культуре, да, это, по сути, самое высшее сословие, это жрец. Самое высшее, что может быть для него, самое сакральное – это жертва, да, как бы принесение жертвы, ритуал жертвоприношения. Огонь в жертвоприношении – это самое святое, самое сакральное, что может быть для брахмана. И здесь, когда мы читаем такую вот метафору, читаем о метафоре жертвоприношения в отношении женских половых органов, по сути, мы видим, как учитель наставляет ученика относиться к женственности как таковой. Да? То есть мужчина должен смотреть на женщину как на объект сакральности. То есть женственность превозносится на самую высокую планку, которую только может понять ученик брахмана. Да? То есть женщина – это поле, это как бы основа жертвоприношения. Это, собственно, и есть само жертвоприношение, соитие с женщиной. Вот такой, как бы, это очень важный момент, потому что вся тантра на самом деле вытекает из такого уважительного, даже, я бы сказал, сакрального отношения к женственности и к женщине вообще. Ну и здесь тоже как бы очень интересная вещь подчеркнута. Далее, поскольку сколь велик мир того, кто совершает жертвоприношение, ну здесь можно пропустить, чтобы не уходить в технические термины, столь велик мир того, кто производит совокупление, зная вот это. Да? То есть, когда мужчина смотрит на женщину вот таким образом, да, вот мир этого мужчины, его границы расширяются. Да? Вот, ну, на мой взгляд, очень поэтично и красиво. Надеюсь, вы как бы разделяете мое, так сказать, вдохновение этим стихом.
Следующая фраза еще более, то есть здесь точно внимание, как бы, потому что после этого как раз к Сергею нужно. Значит, он приобретает добрые дела женщин. Стоп, это еще к предыдущему, да? То есть мужчина, который так относится к женщинам. Ну, здесь перевод немножечко такой не совсем понятный. По сути, ну, как если так читать и другие переводы, и в оригинале, то тут на самом деле написано, что мужчина приобретает достоинство женщины, если он так смотрит на нее в ходе полового акта. То есть все ее достижения, все ее качества, все ее сильные стороны как бы становятся частью его возможностей. Но у того, кто производит совокупление, не зная этого, женщины приобретают его добрые дела. Мужчины, внимание, да? То есть, если к женщине относиться не так, не сакрализировать ее женственность, да, то как раз женщина забирает ваши сильные стороны, ваши сильные качества и достижения. Да? Ну, это как бы, в этом есть, конечно, некоторая доля мистицизма, вот, но, возможно, ваш уже личный, так сказать, практический опыт, так сказать, перелистав историю своих взаимоотношений с женщинами, ну, это обращаюсь к мужчинам, возможно, вы заметите как бы какие-то нотки знакомые. Вот. Ну, далее мы читать не будем, как бы, но весь этот стих, он посвящен как раз взаимоотношению мужчины к семени, отношению к мужчине к семени, к женщине и так далее. Двигаемся дальше. Позже, уже начиная с V века, так в силу вступает тантра, и появляется огромное количество текстов, лирики, поэтики, текстов таких вот обучающих, которые так называются Кама-сутра, да, Кама – это желание, Кама – это вот бог желания, Кама-сутра – это сутры как бы этого бога, да, то есть который учит как бы любви, желанию, страсти. Кама-шастры, появляется большое количество поэтов, которые сочиняют стихи на тему сексуальности, на тему эротизма. Это и Калидас, и я здесь привожу стих Видяпати Тхакура, где очень много красивых поэтичных метафор, которые позволяют, допустим, мне, я когда читаю эти стихи, плачу, потому что этих стихов не было в моем юношестве. Да? По сути, это некоторая, с одной стороны, энциклопедия, с другой стороны, инструкция, с третьей стороны, наставление, с четвертой стороны, это просто красиво и поэтично. Здесь большое количество метафор, которые описывают сексуальный опыт, да? Как бы не переходя на простые, грубые слова, как бы достаточно пошлые, да? Которые как бы теряют всю вот глубину опыта и переживаний, которые появляются в сексуальной сфере. Вот. И здесь, вот, допустим, очень такая как бы интересная вещь, как, то есть песня о первой ночи, по сути, как бы любовники готовятся к первой ночи, то есть у девушки еще никогда не было полового акта. И ночь наставляет мужчину, парня, и ночь наставляет девушку о том, как себя нужно вести, чтобы усилить страсть, чтобы не поломать все как бы вот происходящее, красоту, так сказать, момента. И, допустим, ночь говорит парню, да, «Будь сдержан, в торопях не раздави, случайший из чудесных виноградин». Или «Едва заметишь ты, что смотрит недовольно, утомленно, так отступи». Да? Ну, мне кажется, такая хорошая инструкция для мужчин, вот, хотя нужно как бы с такой оговорочкой, да, со сносочкой, что это именно в отношении юной, так сказать, еще девственной девушки. Да? То есть у того же Видяпати есть стихи, как правильно относиться к женщине, уже, так сказать, вкусившей как бы плод любви. Да? Дальше как бы мы переходим к стиху Видяпати, который он говорит, ну, его словами говорит ночь. Да? Но когда говорит ночь, она по сути такое как бы, во-первых, женское начало, да? Во-вторых, она такая мудрая мать, которая как бы постигла все прелести любви, которая как бы может точно сказать, что нужно делать девушке, чтобы взрастить страсть между ею и партнером. Да? И вот она говорит, допустим, а после подведи глаза и живости добавь. Да? Как бы скучных девушек не любят. Как бы. А, допустим, и чтоб сильнее вас жаждал он, чуть-чуть поодаль встань. Да? То есть, ну, тоже как-то так бодрит.
Ну и дальше идет процесс совокупления, соития как бы этих двух молодых любовников. Не ведаю, что случилось, не слушалось тело меня, а он от восторга светился, лицо надо мной склоня, пить мед моих губ он начал, гирлянду мою сорвал, ну и так далее. То есть, ну, как бы, если вчитываться, я тоже выложу как бы эти все строки в Фейсбуке, чтобы можно было вкусить, так сказать, всю прелесть, и, возможно, со ссылочками, где читать полностью, да. Ну, мы как бы затронули аспект поэзии, да, но вот это изображение из Каджираха, Пури, и вы видите, насколько эротично, насколько насыщенно. То есть мы говорим сейчас не о какой-то стеночке дома, да, или как бы это не рабочий стол ноутбука, да? Это, собственно, архитектура открытых строений, да? Это архитектура храмов, это не какая-то там как бы улочка красных фонарей, да? Это, по сути, самое сакральное, что есть в городе, да? Это темпл, храм. И здесь вы видите, как бы, сколько много эротики, сколько много как бы, голых тел мужчин, женщин в разных позах там, и так далее. Да? То есть вот это пространство индийской культуры, которое вот в средние века как бы, было разлито вот на индийском субконтиненте. Да? И, конечно же, это то, что потерялось, по сути, с приходом первых завоеваний моголов, да, как бы, с мусульманскими вторжениями, с колонизацией Англии, Индии, да, то есть начали вноситься какие-то другие уже идеи. Но вот, собственно, пик, да, индийской культуры вот в этот период, как бы, вот он был таким. Да? И вот те первые источники, которые я упоминал в начале, да, определенное отношение к женщине, определенное отношение и к мужской, как бы, к мужественности, к мужской сексуальности, оно легло в основу вот всех вот этих позднейших, так сказать, расстраиваний. Да? Даже на примере Каджураха видно, что, по сути, тантра, вот, сексуальная культура вышла на высочайший такой вот уровень, да, на уровень политики, то есть, по сути, для того, чтобы построить город в таком вот стиле, нужно иметь как минимум государство свое, да, чтобы строить в нем что-то подобное. Вот, поэтому где-то вот в период, там, начиная с 10 по 13 век, в этот период появляются разные культуры, разные цивилизации на индийском субконтиненте, где правители осуществляют тантрические ритуалы, которые участвуют, как бы, то есть тантрические ритуалы используются и для того, чтобы повысить как бы, достаток в государстве. Отдельная эта тема, но хотелось вот подчеркнуть, насколько, до какого уровня доросла тантрическая вот, традиция. Это, если до этого Каджураха это вот как бы средние века, то это вот буквально фотографии сделаны несколько недель назад в Непале, в Катманду. Да? Храмы, где как бы постоянно циркулируют люди, где вот оно живое, да, там проводятся ритуалы, практики и так далее. Да? И здесь мы видим очень большое количество тоже эротических сцен, хотя ну, немножечко простые, да? То есть это буквально, вот, знаете, там, шел и щелкал на телефон. Это не то, что какой-то музей, да, там, под открытым небом или что-то специальное. Да? Это вот люди живут в этом пространстве, то есть в таком тантрическом пространстве. Здесь это тоже Непал, да, и, собственно, слева это Шивалингам, которому поклоняются в Катманду, ну, вообще в индуизме. Да, по сути, как бы вот, не буду уже своим лукавым, понимаем, как бы, что это, по сути, фалос, как бы мужское начало Шивы. Да? А справа изображения йогинов, аскетов, тантриков, ну, таких диких, в принципе, это фотографии тоже сделаны в храме не таком, знаете, не центральном, да, а там где-то там на окраине, вот. Но вот это, знаете как, самое интересное, когда вы приходите в храм, и вместе с вами заходят тибетские бабушки, и как бы они поклоняются вот этим изображениям, да. Вот это как бы немножко, конечно, европейского путешественника, даже, так сказать, опытного, все равно приводит в восторг. Далее. Переходим, собственно, к самим практикам. Это все была прелюдия.
значит, сами практики. Я их условно разделил, ну и вообще есть такая классификация, как бы одно направление йогическое, связанное с таким самоконтролем, как бы внузданием, удержанием, управлением своей энергией, и тантрическое направление. Это направление, где человеку задача его расширить, да, выйти за пределы себя, выйти за пределы своего эго, выйти за пределы своего сознания, попробовать понять, что там, да, по сути, заняться половым актом с чем-то неизвестным, с чем-то выходящим за пределы понимания практикующего. И говоря о техниках йогических, это в первую очередь, ну, в санскритской, как сказать даже правильно, в йогической, да, наверное, все-таки традиции это называется врата, это обеты. И такие обеты были разными, я приведу несколько. Там, допустим, один из вариантов – это так называемая брахмачарья. Наверняка, кто занимается йогой, слышали этот термин, он сейчас тоже на слуху в йогической культуре. Что здесь важно отметить? Брахмачарья изначально это, ну, допустим, в Чандогья Упанишаде, да, это совокупность обетов, которые направлены на то, чтобы достичь брахмана. То есть брахмачарья – это как бы человек, ученик, который стремится к брахману, да, как бы к какому-то трансцендентному чему-то. И чтобы этого достичь, нужно себя как-то взнуздать, научиться управлять собой, как бы управлять своими бессознательными комплексами там, и так далее. И изначально вот то, что описано в Чандогья Упанишаде, это там совокупность обетов. Сегодня же немножко редуцировалось понятие, и брахмачарья – это, по сути, обет управления своей сексуальной энергией. Когда человек говорит, там, условно говоря, там, на неделю, да, я отсекаю все, что связано с сексуальностью. Если вы попробуете сделать эту практику, это, наверное, одна из самых сложных практик на самом деле, потому что вы заметите, что сексуальность на самом деле в неосознанном виде проявлена во всех сферах нашей жизни. То есть мы подмигиваем нашим коллегам, да, мы как бы подшучиваем над нашими подругами, мы фантазируем, да, идя там сзади за какой-то девушкой или смотря как бы на парня. Да. То есть все это сексуальное взаимодействие. Да. То есть мы занимаемся так называемым астральным сексом. Да? Сексом, который вот он не физический, но тем не менее мы находимся в соитии. Да? И если мы это попробуем пресечь, это вызовет некоторые как бы сложности. Да? Ну, конечно же, о половом акте вообще речи быть не может, то есть это как бы грубейшее нарушение этого обета. Да? Вот. Ну и те трансформации, которые происходят с человеком, ну сами подумайте, как бы неделю как бы все-таки себя вот таким образом ограничить, это достаточно сложно. И приходится нарабатывать какие-то новые формы поведения, да, то есть в ситуации, где, допустим, ну, иногда бывают формы поведения, скажем так, привычные, да, то есть там, допустим, в нашей культуре характерно там, для девушки или для парня использовать свою сексуальность для достижения каких-то карьерных целей или даже просто каких-то задач профессиональных, да, там подошла, пошутила, как бы, и, глядишь, ее же там пустили, там что-то выдали, там и так далее, да, а тут вам этого нельзя, да, то есть вы как бы обязаны искать какую-то другую форму. Да? Может быть, решать этот вопрос, посмотреть, как мужчины этот вопрос решают, да? И так далее. Ну, я сейчас как бы, ну, как, это то же самое может быть и в мужском варианте, да? То есть некоторые мужчины тоже как бы используют сексуальность как бы для того, чтобы вот в каких-то ситуациях где-то, так скажем, проскочить, да? Но это все равно некоторый стереотип, который, пресекая который, вам приходится искать какие-то новые формы поведения. И вот эти новые формы поведения, это такая вот как раз и есть цель развития, да, которая вот основная идея йоги – это все-таки развитие. То есть вы вынуждены искать ее, и, скорее всего, вы ее найдете, если все-таки вытермаете, да, как бы этот обет. С одной стороны. С другой стороны, удержание себя в каких-то рамках – это тоже тренировка, да? То есть такая психотренинг, я бы сказал. То есть так вы привычно делали что-то, теперь вы этого не делаете и делаете что-то другое. Да? Это само по себе очень сложно. Это заставляет пересмотреть себя, да? Понять многое о себе, понять свои привычки, отказаться от них. Для этого нужна некоторая смелость. Хорошо. Следующая практика – это практика так называемое сбрасывание одежды. Да? То есть, по сути, аскет, уходящий, ну, это йогическая практика, опять же, на уплотнение, аскет, уходящий как бы от цивилизации, он сбрасывал с себя одежду. А одежда, что такое одежда для нас? Да? Одежда для нас – это и имидж,
и способ как бы показать себя и выразить себя. И одежда может быть иллюстрацией того, что мы принадлежим какой-то субкультуре. И одежда может быть символом того, что я хочу раздуться, да, я купил там себе Rolex, да. Это масса есть как бы таких вот второстепенных причин, по почему мы пользуемся одеждой и то, как мы ею пользуемся. Сбрасывая с себя одежду, человеку как бы он остается таким, как его, так сказать, природа произвела на этот свет, да. И здесь ты уже, ну, кого ты обманешь, да? Ну, само по себе как бы тоже в йоге обман считается как бы такой грубейшей манипуляцией, которая приводит к кармическим последствиям. В данной ситуации, сбрасывая с себя одежды, у человека тоже как бы, во-первых, это само по себе сложно, да, потому что мы держимся за наш образ, мы держимся за вот эти наслоения, да, и показать, кто мы, быть самим собой, достаточно трудно, да. В этом смысле практика тоже сложная. Ну, речь идет сейчас не о том, чтобы сейчас мы тут сбросили с себя одежды, хотя тоже было бы неплохо, вот, но речь идет о том, чтобы не быть привязанными к одежде, да. Тоже замечательная практика, связанная с сексуальностью. Ваджроли мудра. Ну, здесь картинка как бы к Ваджроли мудры напрямую отношения не имеет, это просто как раз почитание мужественности, 5 минут у меня есть. Я не буду вдаваться в полемику, да, связанную, то есть это самая такая вот техника, вокруг которой ведется много дискуссий, она вот постоянно на слуху, как бы и в научной сфере, и в йоговской. Тем не менее, как бы скажу следующее. То есть если вот проговорить только ту составляющую, с которой согласны абсолютно все, да, то это составляющая следующая. То есть мужчина должен управлять своей сексуальностью, своей сексуальной энергией так, чтобы он мог как выводить сексуальную энергию во время полового акта, так и наоборот эту сексуальную энергию возвращать себе, втягивать ее обратно после того, как эта энергия смешалась с женской. Да? То есть, по сути, вот этот микс, да, это то, что потом как бы движет мужчиной, толкает его на какие-то свершения, какие-то глобальные цели, планы и задачи. И эта же техника описана и для женщин, то есть женщина тоже как бы может проделать подобную практику, только она управляет энергией, как бы направляет ее из себя в мужчину и обратно. Да? Эти техники позже как бы, ну, в общем, как обещал, в полемику вдаваться не буду. Тантра. Тут все еще более интересно, да? Во-первых, ничего более таинственнее вы, как бы, мне кажется, в человечестве не найдете, да? То есть тантрики как раз смогли удержать вот этот вот как бы потенциал таинственности, да, дабы не разглашать как бы многие вещи наружу. И, собственно, за это им большой поклон, как, так сказать, вот, удержать эзотерическую традицию как бы эзотеричной, это достаточно сложная задача в нашем современном мире. Но мы поговорим на эту тему, тем не менее. Через страсть практик становится свободным от страсти. То есть это полная противоположность йогическим практикам. Сегодня в наше время йогические и тантрические практики, они настолько переплелись, что даже вот в той же Ваджроли мудры трудно разделить, какой из этого аспект тантрический, какой из этого йогический. То есть я обращаю ваше внимание, что это такой очень условная классификация. Тем не менее, как раз тантрически направленные как бы взгляды, это взгляды направлены на то, что от эмоций не нужно отчуждаться, от сексуальности не нужно отчуждаться. Да? Нужно, наоборот, принять это как бы в себе. Да? То есть нужно этому тотально отдаться. И только тогда вы сможете этим управлять, если вы не будете от этого отгораживаться. Да? Вот это тантра. И следующий момент, как и с йогой я уже говорил, тантрические техники завязаны не только на сексуальность. Наоборот, скажем так, в Индии тантра как раз напрямую с сексуальностью не связана. Она связана с таким более творческим актом, то есть с эстетикой, с поэтикой. То есть тантрик должен овладеть 64 искусствами. Это музыка, это поэзия, это игра на музыкальных инструментах и так далее. Да? Одно из этих искусств, из 64, это сексуальное искусство. Да? И вот об этом мы будем говорить. Итак, практики тантры. Ну, сразу предупреждаю, вот здесь картинки условные, как бы, это просто вот немножечко как бы придать атмосферы. Инициация. Во время инициации тантрической, как я уже говорил, очень важно, чтобы женщина смотрела на мужчину как на объект сакральности, да? Вот его мужественность, да? Она должна стать сакральной.
по сути, кто такой мужчина? Мужчина – это тот, кто обладает семенем, да, то есть с этого начинается жизнь. Да? И вот именно такой взгляд должен сформироваться у юной тантристки, да, которая инициируется на эту практику. То же самое касается мужчины. То есть, чтобы женщина – это объект сакральности. Я уже приводил стих из Брихадараньяки Упанишады. Здесь просто продолжу эту же мысль. То есть, тантрическим ритуалом является почитание мужчиной женщины, восприятие ее как объекта сакральности, а ее половых органов тоже как объект сакральности, как объект, из которого потом рождается жизнь. Да? И тантра, она строится на вот этом сакральном отношении между двумя полами. И любая тантрическая практика – это процесс это, как правило, описание слияния между мужским началом и женским. Неважно, слияние это происходит между парнем и девушкой, между учителем и учеником или ученицей, то есть это уже не сексуальное, как правило, соитие, а интеллектуально, она строится по определенным правилам, да, и это соитие с архетипом, с чем-то, что выходит за рамки человека, за рамки его эго, выходит к трансцендентному женскому началу. Далее. Почитание женского начала шакти. Здесь, я вкратце уже об этом говорил неоднократно в ходе этого доклада. Да? Единственное слово шакти, если вы начнете копать в эту тему тантризма, то шакти – это одно из ключевых слов, понятий, то есть это, по сути, энергия, которой обладает женщина. Точнее, если быть более более правильно сказать, это энергия, которую через себя пропускает женщина. Шакти, в основе этого слова глагольный корень шак, то есть мощь. Да? То есть это некоторая мощность, которая женщина наделяет, пропускает через себя. Да, и этим это ее духовная практика, пропускание этого через себя. То есть не каждая женщина сможет это через себя пропустить, да, для этого нужно учиться. Да, И эти виды шакти, они разные. Да, то есть одна женщина, мне кажется, в западной культуре это понятные вещи, хотя, в принципе, русский язык это производное от санскрита, да, то есть это одна и та же группа языков индоевропейская, как, собственно, и все романо-германские языки, производные от санскритских корней. И в этом смысле мы говорим в русском языке, женщина вдохновляет мужчину, да, или в украинском женщина надыхает на что-то. Да? То есть для нас это мы эти слова используем, да, но иногда забываем, что они на самом деле значат. Собственно, в тантризме эту просто идею развили до, так сказать, возможных ее пределов. И в этом смысле как раз отношение мужчины к женщине – это отношение мужчине к энергии, к архетипу, к женственности. И этот архетип, он, собственно, подталкивает мужчину к каким-то духовным поискам. Чувственность. Это характерно как для йоги, так и для тантры, развитие особой чувствительности, эмпатии, чувственности. То есть, когда человек приходит в новое место, он должен, даже не медитируя специально, а почувствовать изменение этого пространства. Да? То есть, каждое пространство – это совокупность каких-то тонких энергий, и опытный практик должен это чувствовать. Да? То есть, если это грубый пример, да, то состояние на кладбище и состояние на секс-простере – это очень разные состояния. Хотя должен сказать, что, может быть, кладбище я вспомнил не случайно, потому что многие тантрические практики делались именно на кладбище, да, как вдали от глаз. И чакра-пуджа. Что касается чакра-пуджи, это такой ритуал. Знаете, я долго думал, как об этом рассказывать, потому что вещь очень такая интимная и изысканная. Чакра-пуджа – это, по сути, собрание людей для того, чтобы, во-первых, слиться вместе, между собой, с другой стороны, слиться с чем-то трансцендентным, с божеством. Мы говорим слово «божество», но мне больше и ближе термин, который сформулировал Юнг, то есть архетип, да, то есть с архетипом, женским архетипом. И в ходе этой практики сходятся четное количество мужчин и женщин. Даже если они в обычной жизни состоят в браке, то на эту ночь тянется жребий, кто с кем будет в браке на ночь. То есть женщины снимают с себя, допустим, ожерелье, какие-то украшения, и мужчины тянут случайным образом эти ожерелья, таким образом подбираются пары на эту ночь. То есть вы сочетаетесь браком на эту ночь. И в этом смысле это только на эту ночь, да, в рамках этой сексуальной практики, этого ритуала.
И дальше как бы одна из женщин становится партнершей гуру, и она, собственно, олицетворяет вот эту как бы богиню, эту шакти, этот архетип женственности, и ей поклоняются в этот момент, как, ну как поклоняются в смысле не, как бы не в этом смысле, да, а читаются мантры, как бы ставятся, знаете, вот как бы тика, да, как на области третьего глаза межбровья ставится, у индусы себе ставят. Вот такая тика, это по сути благословение, ставится на как бы лобке женщины, потом вторая как бы на межброви, как символ того, как будет шествовать шакти через эту женщину. Собственно, после этого происходит как бы сам вот это вот А-группового соития, и, как правило, эти переживания настолько взрывные, настолько, как бы вот, по сути, те архетипы, в честь которых это делается, это архетипы женские, а что такое женщина? Женщина – это мудрость эмоций, женщина – это страсть, женщина – это экстаз, это взрыв, как бы это волна такая, как бы, и в данном случае как бы волна и взрыв сексуальной энергии, как бы отпускание себя. Одно из изображений женского божества, которое вот покровительствует тантрикам, это богиня, которая срывает себе голову, да, и в этом безумном экстатическом танце как бы пляша, да, вот это как бы некоторый такой вот идеал, вот с одной стороны бездумия, да, то есть когда вы тотальны в своих эмоциях, в своих переживаниях, вы можете себя тотально отпустить, не контролируя себя сознанием, да, вот как бы сознание, наше табу, которое есть в культуре, мы как бы не подавляем уже вот эту страсть. И вот, собственно, в ходе чакрапуджи как раз вот это безумие эмоциональное происходит, и благодаря которому как бы люди в ходе могут побороть, как бы прожечь свои табу, свои ограничения, свои какие-то вставки, комплексы и понять действительно свою вот эту божественную природу сексуальности. Дякуємо. Спасибо вам. Тема безумно сложная для восприятия, но очень интересная. Спасибо, Дима.